Уважаемые зрители, через 2 дня наступает 2026 год, и перед руководителями встанет выбор. Либо начинаем управлять, либо продолжаем рисовать красивые отчеты. Одни останутся в погоне за KPI и красивыми презентациями, другие начнут наконец строить работающий бизнес. В чем разница? Грамотный управленец вырос из цеха, он знает цену каждому процессу. Эффективный менеджер, который часто приходит со стороны с дипломом юриста или социолога и без понимания, как работает станок или формируется себестоимость производства. Их стало слишком много за эти 25 лет эффективных менеджеров. Этот канал для тех, кто хочет вернуть управление и его суть. Для первых, для системных и грамотных управленцев. Поехали! 2026 год должен быть годом изменений, и он будет принадлежать грамотным управленцам. Кто они? Давайте сразу разделим их на два лагеря. Эффективные менеджеры – это те, кто мастерски отчитывается о процессе, но несет никакой ответственности за результат. Они управляют видимостью деятельности, ИБД еще, как называют в простонародье. И главный продукт – это PowerPoint, отчеты, а не прибыль или рост компании. А грамотный управленец – это вы, тот, чей главный продукт – прибыль и рост, кто устал от имитации и хочет строить. Для вас еще и существует эта комплексная методология управления. Именно для вас этот канал мы и создали. Почему я так в этом уверен? Потому что за 25 лет в промышленности, от цеха до кабинета генерального директора, я видел эту болезнь изнутри. Я сам был тем, кто разгребал последствия решения этих эффективных менеджеров. Кстати, скоро сниму ролик, как менялись подходы управления в стране с 2001 года по 2026. Вы увидите много знакомого и интересного. Это будет 10-й ролик в нашем плейлисте об архитектуре управляемого бизнеса. Мой метод архитектура бизнес-систем – это не теория из учебника МБА, это практическая инженерия управления, выросшая из моего опыта работы в производстве и с производством, уже как архитектор управления этими системами. Я беру жизненный цикл вашего продукта и проектирую каркас управления, связи между функциями. И потом мы все это сначала строим в Excel. За 6-12 месяцев вы получите фундамент, на который уже можно ставить любые методики или любые ERP-системы. Но ни в коем случае не наоборот. Нельзя автоматизировать хаос. Это будет беда для вас, ваших сотрудников и компании в целом. Помните, как тот мультфильм про капитана Врунгеля? У них тоже вначале был корабль с целью победа, а стал бедой. Поэтому я прошу вас не просто ставить лайки и подписываться на канал, а еще приглашаю вас в сообщество строителей эффективного управления. В комментариях к этому ролику напишите ваши вопросы и боли. Мы их обязательно обсудим в 12 серии первого плейлиста. Например, опишите один свой самый сложный стык между функциями на сегодня, между продажами и производством, финансами, закупками, стратегия и операционка, как у вас взаимодействуют. Или если есть проблемы в производстве, а может быть в технической дирекции, не стесняйтесь, буду рад вашим комментариям. Давайте обсуждать и находить решения в ваших проблемах. Именно так мы и взрастим новый класс грамотных управленцев. Не в теории, а на практике. И чтобы у вас сразу были инструменты для отстройки вашей системы управления, вот что вас ждет в начале 2026 года в этом плейлисте. Мы пройдем весь путь. Первый шаг – это пульт управления, как соединить производство с финансами. Это уже будет в следующем ролике. Дальше мы будем задавать ритм, как эффективно управлять операционкой. И на третьем шаге мы уже будем строить вашу архитектуру управления. Как все эти 4 инструмента – оргструктура по потокам, сквозное планирование, честные финансы и оперативное управление – собирается в единую архитектуру управления для вашего бизнеса. Итог. Почему это единственный путь в новой реальности? Это будет эффект сборки пазла. К концу у вас в голове сложится полная схема действий, как управлять качественно своим бизнесом или компанией. И еще, если после какого-то ролика из 12 просмотренных у вас возникает мысль, это понятно, что вы рассказываете в ролике, но как это применить у нас в компании с нашими нюансами и проблемами? Это нормальная мысль. Я беру такие задачи, можно начать с разовой консультации, чтобы примерить эту методику на себе и своей компании.
А можно запустить полный проект по построению архитектуры управления вашей компанией. Пишите мне в Telegram, ссылка на экране и в описании канала. Обсудим детально вашу проблему и задачи. Моя цель, чтобы вы получили не просто знания, а результат – вашу архитектуру управления бизнесом. Через 2 дня Новый год. Мой тост для вас, зрители, простой. Пусть 2026 год станет для вас годом, когда вы перестаете тушить пожары и начинаете проектировать систему управления. Когда вы наконец видите, как каждое решение превращается в измеримый финансовый результат. Когда вы можете уехать в отпуск на месяц, а бизнес будет работать слаженно, в срок и с прибылью, без вашего участия. Кризис – лучшее время для системных игроков. Выиграют те, у кого внутри порядок. Итак, друзья, наш с вами план на 2026 год. Смотрим весь первый плейлист из 12 серий до конца. Новые ролики будут выходить еженедельно. Вы получите свой фундамент управления. Второе. Пишите в комментариях ваши вызовы, проблемы, боли, опыт или советы. Третье. Делитесь этим каналом с коллегами, которые тоже устали от имитации бурной деятельности. Наша цель – собрать здесь на канале самое сильное сообщество системных и грамотных управленцев. Спасибо, что вы уже здесь с нами. С наступающим новым 2026 годом! Желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях. До новых встреч, друзья!